Те, кто следит за Дунхуа «Противостояние святого», наверняка заметили, что важная часть сюжета была незаметно пропущена в основной серии. Вместо того, чтобы просто заполнить пробелы в основной истории, команда создателей приложила значительные усилия к созданию отдельного полнометражного фильма «Долгожданная битва бессмертных». Вот почему Ван Линь резко стал сильнее. Все это мы увидим в фильме. После уровня Вознесения или Вопрошания идут два подэтапа – иллюзорный инь и материализация янь, или телесный янь. Вот именно этих уровней достиг Ван Линь после событий фильма. Это самый переход между первым и вторым шагом – граница. Иллюзорный инь – это первая из двух подстадий уровня Вопрошания. На этой стадии происходит заметное изменение изначального духа в настоящий изначальный дух по определению бессмертных, который может поглощать изначальную энергию и получать от нее новую жизнь. Материализация янь – это вторая из двух подстадий уровня Вопрошания. На этой стадии вся энергия бессмертных рассеивается и заменяется изначальной энергией. Кровавая планета находилась далеко за пределами сферы влияния планеты Тянь-Юнь, в практически безлюдном участке звездного региона. Сильнейшие культиваторы, способные сделать целую планету своей обителью, всегда выбирали подобные места, чтобы не попадать в область чужого божественного сознания и сохранять максимальную осторожность. Кровавый предок, известный своими многочисленными секретами, выбрал место особенно тщательно. Вокруг кровавой планеты не было обителей других могущественных культиваторов. Именно поэтому основное тело Ван Линя решило нанести удар. Ван Линь несколько месяцев непрерывно двигался через звездное небо, и за его огромным телом тянулась длинная река метеоритов. Его лицо было холодным, а от тела исходила густая аура убийства. Встречавшиеся по пути культиваторы, увидев его, застывали и не смели пошевелиться. Почти никто в регионе 4 главных планет не мог распознать древнего бога, поскольку большинство знало о них лишь из древних записей. Там обычно описывались древние боги выше 6 звезд, чьи тела могли быть больше целой планеты, поэтому 4-звездочный древний бог Ван Линь не вызывал немедленных подозрений. Но это было лишь одной из причин его решимости. Главная причина находилась гораздо глубже. Аватар Ван Линя оказался в крайне тяжелом состоянии, а связывающая его с основным телом нить становилась все слабее и могла оборваться в любой момент. Если это произойдет, аватар погибнет. Для Ван Линя это было равносильно смерти части самого себя. За долгие годы аватар уже стал неотъемлемой частью его души. Он не мог просто продолжать прятаться, ожидая, пока станет сильнее. Если бы он поступил так, однажды, когда наконец решился бы выйти наружу, это был бы уже не тот Ван Линь. Некоторые поступки необходимо совершать, не думая о последствиях. В его глазах вспыхнул ледяной свет. Все равно практически никто не сможет вычислить во мне ауру древнего бога, но даже если кто-то и вычислит, что с того? Ван Линь знал, что пока не способен использовать многие атакующие способности древнего бога, однако после достижения 4 звезд ему стали доступны некоторые защитные божественные способности. Одной из них было преобразование духа, способность, позволявшая древнему богу войти внутрь планеты, превратить свое тело в духовную ци и погрузиться в сон, скрываясь от всех, кроме существ сопоставимого уровня. Единственным, о ком Ван Линю действительно приходилось беспокоиться, оставался Та Сен. Но если тот вырвется из заточения со своим телом 8-звездочного древнего бога, его появление все равно будет невозможно скрыть от сильнейших культиваторов. Поэтому Ван Линь не собирался отступать. Его взгляд стал еще холоднее. «Я Ван Линь, а не святой». Тем временем на кровавой планете жизнь под властью кровавого предка начала рушиться. Множество кровавых рабов и кровавых защитников необъяснимым образом погибало, и их число уже превысило 1/7 часть от общего количества. Все они были связаны с кровавым предком. В их изначальных духах находились его печати, поэтому пока он жил, жили и они. Многие были насильно захвачены им в других странах культивации, лишены свободы и превращены в рабов, а талантливых молодых культиваторов он выращивал как кровавых защитников. Цзы Синь, жена кровавого предка, сидела перед кровавым павильоном и все больше тревожилась. 4 старца, служившие кровавому предку, вскоре тоже начали подозревать худшее. Один из них сообщил: «Хозяйка, погиб еще один кровавый раб». Другой прямо спросил: «Хозяйка, куда все-таки отправился кровавый предок?» Цзы Синь холодно ответила: «Наглец, как ты смеешь спрашивать об этом?» Но теперь старцы уже не боялись ее так, как раньше. Они понимали, что если с кровавым предком действительно что-то случилось, то власть, заставлявшая их повиноваться, могла исчезнуть. Один из старцев, проведший на планете 6000 лет после того, как кровавый предок насильно поставил на него свою печать, наконец решил уйти.
6000 лет назад я был насильно захвачен печатью кровавого предка, и до сегодняшнего дня я не решался без его приказа покинуть кровавую планету. Сейчас, очевидно, с кровавым предком случилось несчастье, и я могу лишь покорно ждать смерти. Но даже если так, я хочу умереть на своей родине. После этого он поднялся в небо, а остальные старцы последовали за ним. Цзы Синь попыталась остановить их, напомнив о возможном возвращении кровавого предка, но один из них лишь холодно бросил ей: «Не шуми! Ты всего лишь игрушка в руках кровавого предка! Неужели действительно возомнила себя хозяйкой планеты? Мы все кланялись тебе только из-за кровавого предка, и если бы не он, ты бы была просто никем!» Именно тогда небеса внезапно потемнели. На кровавую планету обрушилось невероятное давление. 4 старца остановились и одновременно посмотрели в сторону звездного неба. Оттуда приближалась огромная река метеоритов, а во главе нее двигался гигантский человек ростом около 100 джанов. Его глаза были холодными и наполненными убийственным намерением. Это был Ван Линь. Все поняли, зачем он пришел. Они переглянулись и один за другим покинули планету, мысленно произнеся почти одно и то же: «Кровавый предок! Ну вот и пришел твой день!» Следом начали разбегаться и кровавые рабы. Увидев Ван Линя, они не только не попытались защитить кровавую планету, но многие даже остались неподалеку, желая своими глазами увидеть ее уничтожение. Ван Линь мгновенно понял их намерения, но не стал обращать на них внимания. Его целью был кровавый предок. Подойдя к планете, Ван Линь поднялся над рекой метеоритов, схватил 2 огромных камня и с силой бросил их вниз. Они обрушились на кроваво-красный защитный экран и разбились. Ван Линь не остановился. Он снова и снова отправлял метеориты в планету, а затем раскрыл руки и силой притяжения своего огромного тела поднял всю реку камней. Бесчисленные метеориты одновременно ринулись к кровавой планете. Защитный экран некоторое время выдерживал, но без управления кровавого предка его сила имела предел. Через несколько минут экран рухнул. После этого Ван Линь превратил кровавую планету в настоящую зону разрушения. Огромные метеориты падали один за другим, поверхность содрогалась, а по земле расходились волны разрушительной силы. Цзы Синь была потрясена мощью Ван Линя. Она понимала, что если кровавый предок действительно находится при смерти, то планета вскоре погибнет вместе с ним. В отчаянии Цзы Синь решила войти в кровавый павильон, запретную землю, куда даже ей раньше не позволялось заходить. Она вспомнила последовательность печатей, которую годами тайно наблюдала у кровавого предка, и начала воспроизводить ее. Перед павильоном появился красный световой проход. Цзы Синь увидела его и бросилась внутрь, но в тот же момент над ней появилась огромная тень. Ван Линь уже стоял в небе прямо над ней. Цзы Синь задрожала и, не раздумывая, шагнула на красную тропу. Но едва она коснулась ее, как раздался ужасный крик. Красное сияние мгновенно охватило ее тело, кожа начала разлагаться, из нее поднялся зеленый дым, а даже изначальный дух был уничтожен. На глазах Ван Линя Цзы Синь превратилась в зеленый дым и исчезла внутри павильона. Ван Линь лишь холодно посмотрел на кровавый павильон. Он протянул руку, захватил не только само здание, но и огромный кусок земли под ним, после чего силой вырвал павильон из поверхности планеты. Затем сжал другую руку в кулак и обрушил ее вниз. Кровавая планета содрогнулась еще сильнее, ее поверхность пошла трещинами, а вскоре Ван Линь оттолкнулся от нее и исчез в звездном небе, забрав кровавый павильон с собой. Кровавые рабы и защитники не стали его преследовать. Многие даже поклонились вслед Ван Линю. С его уходом словно разрушилась невидимая цепь, удерживавшая их долгие годы. Теперь они наконец получили свободу и один за другим отправились обратно на свои родины. После уничтожения кровавой планеты Ван Линь продолжил путь. Его огромное тело постепенно уменьшилось до привычного размера, а кровавый павильон также сжался. Ван Линь проглотил его и спрятал внутри своего тела, окружив духовной энергией. Павильон показался ему необычным, поэтому он решил позже тщательно его изучить. Найдя планету 6-го уровня культивации, Ван Линь спрятался глубоко внутри нее и сел в медитации. Постепенно его состояние стабилизировалось, а связь между основным телом и аватаром стала крепче. Тем временем в громовом мире звездного региона Ло Тянь Ван Линь находился глубоко под землей на осколке разрушенного материка, пребывая без сознания.
Неподалеку за происходящим наблюдал кровавый предок. Он ощущал, что половина его кровавого тела находится глубоко под землей, но еще сильнее его раздражало то, что заключенная в этой половине изначальная сила постепенно поглощалась Ван Линем. Он хотел уничтожить Ван Лия, но вместо этого происходящее помогало его врагу. Приближаться кровавый предок не решался, поскольку чувствовал, как в небе накапливается чудовищная сила. Вскоре он понял, что это небесное возмездие. Кровавый предок холодно сверкнул глазами. «Это же небесное возмездие! Не думал, что у этого человека хватит сил вызвать его!» Почти наверняка, то небесное возмездие в землях демонического духа тоже его рук дело. Он решил держаться подальше, чтобы случайно не помочь Ван Линю, и с ненавистью произнес: «Чем больше, тем лучше, тем ужасней будет смерть Ван Линя! Он ответит за свои действия!» Но небесное возмездие вместо уничтожения Ван Линя начало приносить ему пользу. Потоки черного грома проникали в его тело и становились катализатором для слияния силы загадочного старика с кровавым телом кровавого предка. Процесс, который обычно занял бы огромное количество времени, теперь ускорялся под воздействием грома. Сам Ван Линь находился в состоянии умственного помешательства и не мог ясно осознавать происходящее, но его тело продолжало меняться. Одновременно громовая сила обрушивалась на весь осколок материка. Он постепенно превращался в огромную печь, проходя через небесное очищение. Кровавый предок постепенно понял истинную ценность происходящего. Это был необычный артефакт. Он состоял из материала мира бессмертных и был создан не культиватором, а самим небесным очищением. Взгляд кровавого предка стал жадным. Он понял, что судьба могла предоставить ему невероятный шанс, так угодно судьбе. В этот раз я потерял очень многое, однако если этот осколок и в самом деле прошел через небесное очищение, его сила должна быть просто невероятна. Возможно, она даже исходит из старого, подлинного мира бессмертных. Видимо, этот предмет специально был заготовлен для меня. Однако в следующий момент непрерывный гром внезапно стих, облака начали бурлить и сжиматься, а внутри них сформировался огромный черный поток громовой силы. Это было настоящее небесное возмездие. Поток стремительно сконцентрировался и обрушился прямо на осколок материка. Глубоко под землей Ван Линь, до этого пребывавший без сознания, внезапно открыл глаза. А продолжение ждите на канале. Спасибо.